Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», смотрите это видео. Вы узнаете о том, как к одному мужику под Рождество являлись призраки. Написал эту повесть Диккенс в 1843 году. Полное ее название «Рождественская песнь в прозе», святочный рассказ с привидениями. Состоит из 5 глав, которые автор называет строфами. Итак, старик Марли был мертв. В этом не было никаких сомнений. Скрудж и Марли были давними компаньонами. Скрудж для Марли был единственным другом и единственным, кто провел его в последний путь на кладбище. Однако Скрудж горевал не сильно. В этот день нужно было еще сделку заключить. Вообще, Скрудж был скрягой, да еще каким. Никому он не проявлял ни малейшего сострадания. Он был холодным, как камень. Внешность его была соответствующей. Худой, с острым носом, синими губами, скрипучий голос. Везде, где бы он ни появлялся, веяло холодом. Никто никогда не общался с ним, увидев на улице. Даже нищие не просили у него милостыни. Даже собаки обходили его другой дорогой. Думаете, его это огорчало? Нифига. Он только рад был этому. Однажды в сочельник он, как всегда, работал. Рядом с ним трудился его запуганный клерк Боб Кретчет. Ему было очень холодно. Но Скрудж не давал ему угля, чтобы тот мог камин растопить. К старику зашел его племянник Фред поздравить с наступающим Рождеством. «Чему ты радуешься? У тебя что в жизни? Все отлично!» «А почему тогда ты, дядюшка, такой мрачный? У тебя что в жизни? Все хреново?» Скрудж ответил, что это его дело, как отмечать святки. Племянник не понимает его. Это ведь радостные дни, дни милосердия, доброты, всепрощения. Я люблю Рождество и верю, что оно приносит добро. Приходите к нам завтра на обед, моя семья будет рада. Мне ничего от вас не нужно. Приходите. Понятно, свободен, нечего было жениться. В контору к Скруджу зашли два джентльмена. Они хотели поговорить или со Скруджем, или с Марли. «Марли уже 7 лет как лежит на кладбище», — сказал Скрудж. «Что вам?» «Мы проводим сбор пожертвований для бедняков, чтобы купить им еды, питья и теплой одежды. Сколько вы готовы внести, мистер Скрудж?» «Нисколько. Я не жертвую деньги бездельникам». «Но ведь они могут умереть». «Да похеру. Если хотят умирать, пусть умирают. Меньше народу, больше кислороду. Если хотят работать и зарабатывать, пусть работают и зарабатывают». Джентльмены поняли, что ловить здесь нечего. Встали и ушли. Рабочий день подходил к концу. Скрудж с большой неохотой разрешил клерку завтра не выходить на работу. Он поел в каком-то трактире и пошел домой. Когда вставил ключ в замок, то вместо дверной колотушки увидел лицо компаньона Марли. Потом лицо исчезло. «Хрень какая-то», — подумал Скрудж. Он прошел внутрь, переоделся, сел у камина. Скрудж почувствовал, что в доме что-то не то. Сначала везде зазвонили колокольчики. Потом послышались звуки цепей из погреба. «Фигня, я не верю в призраков», — сказал Скрудж. Однако привидение появилось. Оно проникло сквозь запертую дверь и остановилось перед ним. Это был дух Марли. «И чего тебе нужно?» — спросил Скрудж. «Поговорить нужно». «Ну ладно, тогда присаживайтесь». Парадоксально, но Скрудж смотрел на привидение и все равно не верил в него, хотя ему было реально страшно. В конце концов Скрудж упал на колени с просьбой пощадить его. Теперь он поверил.
Дух Джейкоба Марли сказал, что та цепь, которую он носит с собой, это та цепь, которую он на протяжении всей жизни ковал день за днем. А цепь самого Скруджа еще больше и еще тяжелее. Джейкоб рассказал, что он призрак, потому что в своей жизни занимался только работой и ничем больше, а должен был заботиться о ближних, быть милосердным, щедрым. Но для тебя, Скрудж, еще не все потеряно. Слушай меня внимательно. К тебе еще зайдут 3 духа, каждый по очереди, а со мной ты уже не встретишься. Дух Джейкоба исчез. Скрудж выглянул в окно и увидел много летающих призраков. У всех были цепи. Тогда Скрудж, обессиленный, уснул. Он проснулся в полночь. Кто-то содрал с него одеяло. Это был первый дух. Странный на вид. Вроде и ребенок, а вроде и старик. «Я святочный дух прошлых лет», — представился он. «Иди за мной». Они оказались на пустынной проселочной дороге. Города не было видно. Скрудж узнал это место. Когда он был мальчишкой, то бегал здесь. Они пошли по дороге, где Скруджу было знакомо все. Зашли в город. В нем бегали мальчишки, ходили люди. «Все это лишь тени тех, кто жил когда-то», — сказал дух. «И они не знают о нашем присутствии». Скрудж узнавал всех. Он помнил их имена. И в этот момент он был счастлив. Дух сказал, что в школе остался один мальчик, которого все забыли. Скрудж понял, о ком шла речь. Они зашли в эту школу. У камина сидел мальчик и читал книгу. Это был он, маленький. Скрудж сел за парту и заплакал. Дух предложил посмотреть другое Рождество. Прошло несколько лет. Мальчик подрос. К нему в комнату вбежала младшая сестра Фэн и бросилась от радости на шею. «Папа разрешил тебе вернуться домой», — сказала она. «Я его попросила, и он разрешил». Дух напомнил Скруджу, что Фэн умерла уже взрослой, и у нее остался сын, его племянник. Потом дух перенес Скруджа в лавку, в которой он обучался. Хозяин этой лавки позвал юного Эбенизера и другого ученика Дика. Он им сказал, что по случаю сочельника отпускает их домой пораньше. «Мое время уходит», — сказал дух. «Поспеши». Следующий эпизод. Эбенизер в расцвете лет. Беспокойство и жадность уже были в его глазах. Он был не один. Рядом с ним сидела девушка в трауре. Она плакала. Девушка сказала, что теперь Эбенизер думает только о деньгах. «Когда мы были бедными, — сказала она, — ты был совсем другим. Ты очень изменился. Моя любовь тебе больше не нужна. Ты сделал свой выбор. И этот выбор – деньги». Они расстались навсегда. Скрудж закричал духу, что он не хочет больше видеть своего прошлого. Дух исчезает. Скрудж оказывается в своей спальне и снова засыпает. Он проснулся ночью. Привидений рядом не было. Скрудж увидел свет в соседней комнате и пошел к двери. Это была его комната, но она была другой, вся в зелени, как роща. На полу было много еды, мяса и фруктов, и на всей этой куче сидел дух нынешних святок. «Заходи, не бойся», — сказал он Скруджу. Путешествие началось. Они перенеслись на городскую улицу. Было рождественское утро. Народу вокруг было много, и взрослых, и детей. Все радовались. А потом дух со Скруджем перенеслись на глухую окраину города, прямо к дому Боба Кретчета, клерку, который работал у Скруджа. В доме готовились к обеду. Несмотря на бедность, в семье была радостная атмосфера. Детей у Боба было много. Я так и не разобрался, где-то 5-6. Пришел Боб. У него на руках был сын Тим. Тим был больным мальчиком, он ходил с костылем. Жена Боба принесла на стол фаршированного гуся. Он был большой редкостью в доме Кретчетов. Потом жена принесла пудинг.
«Скажи, дух, малютка Тим будет жить?» – спросил Скрудж. «Если в семье Крэтчетов все останется как раньше, то нет». «Да ты не волнуйся, меньше народу, больше кислороду». Скрудж вспомнил свои слова. «В следующий раз думай, когда будешь такое говорить», – сказал ему дух. И тут Скрудж услышал, как Боб произнес тост. «За здоровье мистера Скруджа. Благодаря ему мы можем сейчас быть вместе». Старик увидел, что все остальные члены семьи были не в восторге, когда услышали на празднике его имя. Вечером дух со Скруджем оказались возле болота. Здесь жили рудокопы. Они тоже праздновали Рождество. Затем дух перенес Скруджа на море. Там стоял одинокий маяк. И там тоже двое праздновали Рождество. Затем они оказались на корабле. И там все моряки отмечали праздник. Дух перенес Скруджа в дом его племянника Фреда. К нему пришли гости. В доме царило веселье. Фред рассказывал гостям о своем странном дяде. Но не по злому, а с удивлением. Он сказал, что будет приглашать дядюшку к себе на праздник каждый год, несмотря ни на что. Гости стали играть в разные игры. Скруджу нравилось наблюдать за ними. Он попросил духа остаться еще на полчаса. В конце концов Фред поднял тост за своего дядюшку. До полуночи дух со Скруджем посетили еще много разных мест, и всюду люди радовались Рождеству. Затем дух исчез, и вместо него появился третий дух. Призрак был в черном, лица видно не было. Он даже не представился. Скрудж подумал, что он должно быть дух будущих святок, и пошел за ним. Ему было очень страшно. С теми двумя было поспокойнее. Они оказались в городе, на бирже среди коммерсантов. Парни обсуждали смерть какого-то мужика. Говорили, что вряд ли вообще кто-то придет на его похороны. Скрудж хотел узнать, о ком же они говорят. Себя на бирже он не находил. Призрак перенес его в трущобы, где Скрудж никогда ранее не бывал. В лавку к старьевщику. К нему зашли какие-то две женщины и мужчина. Они что-то украли в доме покойника и теперь пришли сюда, чтобы продать эти вещи. Простыни, полотенца, одежду, запонки, ложки, другую мелочь. Скруджу было противно за этим наблюдать. Дух перенес Скруджа в спальню к изголовью кровати, на которой кто-то лежал. Это был тот мертвец, которого ограбили после его смерти мелкие людишки. Скрудж не осмеливался взглянуть на лицо покойного. Он попросил духа показать ему хоть кого-то в этом городе, кто не остался равнодушным от смерти этого несчастного. Дух показал ему женщину, которая обрадовалась, узнав от своего мужа о смерти кредитора. Теперь не нужно было отдавать ему долг. Смерть кредитора принесла счастье в этот дом. Да. И это все? Дух перенес Скруджа в дом Боба Крэтчета. Там никакого веселья не было. Малыш Тим умер. Скрудж попросил духа сказать ему, кто тот умерший человек. Тогда дух перенес Скруджа на кладбище. На могиле, к которой его подвел дух, он прочитал: Эбенизер Скрудж. Так это был я. Дух, который за все время не сказал ни слова, велел ему отправляться в могилу. «Я же изменился, я уже другой, пожалуйста, я буду хорошим». Скрудж очнулся в своей комнате. Он понял, что он жив и что его будущее в его же руках. «Всех с Рождеством!» – с радостью закричал он и рассмеялся от всей души. Скрудж выглянул в окно и спросил какого-то мальчика, какой сегодня день. «Рождество», – ответил он. Скрудж попросил его купить для него большую индюшку, а потом отправить ее Бобу Крэтчету. Скрудж радовался жизни. Он побрился, вышел на улицу и каждому встречному желал счастливого Рождества.
Он увидел джентльмена, который приходил просить денег для бедняков. Скрудж извинился и пообещал выписать ему чек. В ясный морозный день Скрудж ходил по улицам города и был счастлив. Когда стало смеркаться, он пошел к племяннику. Фред на радостях едва не оторвал ему руку. Через 5 минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он точно не ожидал. Утром старик пораньше пришел в свою контору. Боб Кретчет опоздал на 18 минут. «В общем так, мой друг, я хочу повысить вам зарплату». Боб первым делом подумал, что Скрудж сошел с ума. Затем старик поздравил его с Рождеством и сказал сбегать за углем, чтобы растопить потеплее контору. Скрудж помог малышу Тиму, который вскоре выздоровел. Да и вообще он стал самым щедрым жителем города. На этом все, друзья. Эту повесть экранизировали очень много раз. Последняя экранизация была в 2009 году. В главных ролях Джим Керри и Гарри Олдман. Кстати, знаменитого диснеевского мультгероя Скруджа Макдака назвали именно по имени главного героя рождественской песни. А еще был фильм «Призраки бывших подружек» с Мэтью МакКонахи. Сценарий написан по мотивам Диккенса. В фильме вместо духов к парню приходят его бывшие.